Приветствую вас, друзья мои! Сегодня обещанный рецепт лимонного торта с клубничным муссом. Торт очень нежный, состоит из бисквита Джоконда, лимонного крема и клубничного мусса. Покрывать можно, как обычно, зеркальной глазурью или велюром. Готовить торт я буду вот в такой силиконовой форме. Называется она Infinity. Уже давненько мне подарила ее старшая дочь Александра, и я все думала, как бы мне ее использовать. Решила этот торт сделать именно в ней. Здесь 4 такие змейки, и по объему получается так. 3 змейки равны объему кольца 18 см в диаметре высотой 6 см. И я буду делать как раз 3. Для бисквита Джоконда мне необходимо 70 граммов миндальной муки, 70 граммов сахарной пудры, 40 граммов пшеничной муки, 2 яйца среднего размера, 2 белка от таких же яиц, 1 чайная ложка сахара, 20 граммов сливочного масла. Замочу нужный по рецептуре желатин. Залью его холодной водой, размешаю и оставлю набухать. Если в этот день он не пригодится, его можно накрыть и убрать в холодильник. Выпекать бисквит буду на коврике. Мне нужны 3 квадрата с примерной стороной 16 см. Коврик у меня как раз 32 на 32. Готовится бисквит быстро, поэтому включите духовку и разогрейте ее до 200-210 градусов. Взбиваю белки щепоткой соли до хорошей пышной пены. После этого добавляю 1 чайную ложку сахара и взбиваю 1 минуту, чтобы сахар размешался. Не нужно добиваться такой плотной массы. Сливочное масло нужно растопить. Смешиваю миндальную муку, сахарную пудру. Я ее просеиваю, потому что она у меня скомковалась. Если комков нет, то можно этого не делать. Сюда же добавляю яйца. Все вместе перемешиваю и хорошо взбиваю. Вот до такой светлой массы. Аккуратно добавляю сюда муку. Складывающими движениями перемешиваю. В 2 приема ввожу меренгу. Можно вводить по очереди муку и меренгу. В последнюю очередь очень аккуратно ввожу масло. Готовое тесто выливаю на коврик или пергамент. Равномерно распределяю. Вообще по уму, конечно, надо было сначала его на противень поставить. Если вы делаете в кольце, то нужно 3 круглых бисквита. Если хотите сократить количество отходов, можете средний бисквит составлять из обрезков. Переношу на противень, ставлю в духовку примерно на 10 минут. Бисквит готов, пусть коврик чуть остынет, и я его достану. Немного пройдусь по стенке. Накрываю пергаментной бумагой и переворачиваю. И аккуратно снимаю. Все-таки подорвался в одном месте. Ну ладно. И сразу можно разрезать. По-моему, ровно. Можно проверить. Практически идеально. Бисквиты оставляю и займусь кремом. Для лимонного крема 200 граммов сыра маскарпоне, 100 мл жирных сливок, 2 желтка, 50 граммов мякоти лимона или лимонного пюре, 30 граммов сахара, 5 граммов кукурузного крахмала, чайная ложка ванили или ванильной пудры, цедра половины лимона. Вылейте сливки в сотейник, туда же положите лимонную цедру. Поставьте на плиту и нагрейте, можно даже не доводить до кипения, достаточно горячего состояния. Дайте полчаса настояться. Мякоть лимона нужно измельчить до однородного состояния. В одной посуде смешайте сахар, крахмал и желтки. Сюда же процедите сливки. Верните все обратно в сотейник и поставьте на плиту. На небольшом нагреве при постоянном помешивании доведите до кипения и проварите полминуты.
После этого нагрев выключите и в горячую заварную основу введите лимон. И все хорошо перемешайте. Дайте лимонному крему остыть до комнатной температуры. Можно накрыть его пищевой пленкой в контакт с поверхностью, а можно просто периодически помешивать. Когда крем остыл, соедините его с маскарпоне и сюда же добавьте ваниль. Лучше, если сыр вы достанете заранее, его будет проще смешать. Лимонный крем готов. Поставьте на пару часов крем в холодильник, чтобы он стал погуще. Когда крем охладился, я делаю следующее. Стелю на доску пищевую пленку. Кладу бисквит. Вы можете собирать в кольце 16 см. Это будет середина. Если собираете в кольце, то не нужно ждать охлаждения крема. Выкладываю крем, разравниваю, выкладываю половину. Собираю эту серединку, как обычный торт. В середину кладу бисквит, который у меня немного подорвался. Как я уже говорила, в середину можно положить даже кусочки, то есть собрать этот слой. И сверху накрываю последним бисквитом. Для торта высотой 6 см высота серединки идеальна. Но у меня форма не глубокая, поэтому придется его прижать. Вот так. Я делаю квадратную вставку и потом буду разрезать ее на полоски для своей формы. Вообще для этой формы вариант сложноват. Для такой лучше делать просто один слой бисквита и какой-нибудь фруктовый. Вот на что не пойдешь ради красоты. Теперь серединку я упаковываю. И в таком виде отправляю в морозильник. Если вы собираете в кольце или квадратной форме, то вам хватит 2-3 часов подморозить. Потом можно делать мусс и собирать торт полностью. Но так как мне придется его резать, то я буду морозить подольше. Часов 5-6 или оставлю до завтра. Когда серединка у меня хорошо подморозилась, но еще не застыла в камень, мне нужно произвести с ней одну манипуляцию. Вам это делать не нужно, если вы собираете в кольце или квадратной форме. Но я покажу, потому что вдруг кто-то будет собирать в такой же форме, как и я. В общем, мне нужно разрезать серединку на полоски, которые будут хорошо входить в мою форму. Вот смотрите, чего я добиваюсь. Мне нужно сделать такие серединки, которые будут у меня входить. Вот это у меня широковато. Ну вот, такая помещается. И вот такие полосочки мне нужно нарезать, даже тоньше. Причем делать это нужно быстро, пока моя середина не разморозилась. Их мне нужно не меньше 7 штук. Я их, пожалуй, сразу здесь подровняю, раз уж такое дело. И теперь опять все их уберу в морозильник. И эти замороженные полоски я могу хранить столько, сколько мне нужно. Поехали в морозильник. Для клубничного мусса 300 граммов клубничного пюре, свежего или замороженного, 120 граммов белого шоколада, 240 мл жирных сливок или отвешенной сметаны, 12 граммов желатина, плюс 60 мл холодной воды. Клубничное пюре у меня это просто измельченные, замороженные свежие ягоды. Причем, если не нравятся косточки, можно его процедить, а можно оставить как есть, как вам больше нравится. Сливки пока не нужны, уберите в холодильник. Ягодное пюре нужно прогреть до горячего состояния. Можно на плите, можно в микроволновке. До кипения доводить не обязательно. Горячее пюре введите набухший желатин. И все хорошо перемешайте до полного растворения. Если желатин до конца не растворился, прогрейте вместе в микроволновке. Шоколад также растопите в микроволновке или на водяной бане. Не нужно очень сильно его перегревать, достаточно, чтобы он просто растаял. Добавьте ягодное пюре. И перемешайте все вместе ручным венчиком или пробейте блендером. И теперь дайте ягодному пюре с шоколадом
остыть до комнатной температуры, хотя бы до 27 градусов. Когда ягодное пюре достаточно остыло, можно взбивать сливки. Взбиваю до пышной пены, сначала на малых оборотах, потом на больших. Не нужно добиваться плотной устойчивой массы. Во-первых, сливки можно перевзбить, во-вторых, их трудно будет размешать. Вот такого состояния достаточно, чтобы рисунок на поверхности был виден, но чтобы они были еще текучими. И теперь соединю две массы. Для начала добавлю немного сливок в ягодную массу, чтобы и температура, и консистенции сравнялись. Когда смешиваете постепенно, гораздо больше шансов, что у вас никаких неожиданностей не произойдет. Мусс у меня на данном этапе достаточно жидкий. Если вы боитесь, что при сборке торта серединка упадет вниз, налейте на дно кольца слой полсантиметра и поставьте в морозильник буквально на 10 минут. Мусс немного схватится, и тогда вы сможете выливать остальную массу и погружать в середину. На этом клубничный мусс готов, и я могу собирать торт. Достаю замороженные заготовки. Форму я сразу поставлю на доску, чтобы мне ее было проще перемещать. Заполню форму примерно на 2/3. Для удобства я перелила мусс в кондитерский мешок. Укладываю вставку. Следующую. Можно, конечно, было сделать и длинные бисквиты, но с ними будет совсем неудобно. Да, очень аккуратно не получится. И вот такую вставочку. В итоге у меня получается из 3 частей середина. Также дальше. Остается третья часть. Не помню, говорила или нет, эти внутренние вставочки получились у меня толщиной 2 сантиметра. И вот что от всей внутренности у меня осталось. Форма заполнена, прикрываю их пленкой и отправляю в морозильник. Так как форма у меня сложная, то торт заморозить нужно очень-очень хорошо. Просто в камень, иначе их оттуда не достанешь. Достаю из морозильника торт, вернее торты. Очень хорошо все замерзло. Придется даже немного поддеть форму. Вот так. Но это, конечно, очень красиво. Я считаю, что это одна из самых красивых форм. Заверну в пленку и пока вожусь с глазурью, уберу в морозильник обратно. То же самое с остальными. Я еще не решила, сколько я буду покрывать. Одну змейку оставлю точно, пусть лежит в морозильнике. Может быть и вторую. Кто уже готовил муссовые торты, знает, что это очень удобно. За один раз сделал 2-3 торта. И потом, когда нужно, просто вытащил, покрыл и разморозил. Вот так. Па-бэм!
торт. Это конфетка. Покрывать торт буду зеркальной глазурью. Что-то я по ней соскучилась. Я решила покрывать один торт, хотя муж сказал, что это не торт, а большая конфета. Но тем не менее. Вообще такие формы покрывают велюром, потому что они довольно сложны для глазури. Но как-то вот мне захотелось. Ну вот и теперь пусть все стекает. Когда основная масса стекла, аккуратно движениями внутрь капли можно снять. Я его тут аккуратненько немножко покатала по решетке, чтобы излишки глазури убрать. В итоге получается вот так. Можно сделать ему красивый бордюрчик. Пусть сначала встанут сами, и потом я им помогу. И вот в итоге такая красота, и ничего сюда я больше не хочу. Ну вот можно для оживления пейзажа посадить бабочку. Вот такой торт или большая конфета с лимонным кремом и клубничным муссом у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Вот так он выглядит на срезе. Благодарю вас за просмотр, и если рецепт понравился, будьте активны, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им в социальных сетях, а я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!